Ой, а я смотрю, ты с подарками семье не усложняешь? Всем мандарины. Я из их оплаты не усложняю. Одно касание смартфоном. Шпенькс и оплатил. А что, так можно было? Можно. Еще и кэшбэк в супермаркетах можно. 10%. Если скачать приложение с БП. Не, ну вот это я понимаю. Подарок, да? Всем привет, с вами Содерлинг, и недавно вышел тизер Головоломки 2, в котором нам показали новую эмоцию, появившуюся в голове Райли – тревожность. Оранжевая, нервная, с хохолком на голове, которая внезапно сообщает, что прибыла не одна. В конце трейлера быстро мелькающие надписи раскрывают нам еще 3 новых эмоции – зависть, скуку и смущение, которые даже частично видны на официальном постере сиквела. Судя по цветам надписей, бирюзовая – это зависть с миленькими глазками, жаждущими того, чего у нее нет. Хмурая фиолетовая скука с длинным носом и корешкой. И розовое здоровенное смущение, судя по ее рукам. Но, скорее всего, этими 4 все не ограничится. Ведь после перечисления всех старых и новых эмоций, трейлер заявляет, что в Головоломке 2 Райли почувствует все. А это значит, что хоть основой сюжета станут именно тревожность, зависть, тоска и смущение, однако же помимо них нас ждет с десяток, а возможно и целая сотня совершенно новых чувств. На самом деле, изначально еще в первой части мультфильма внутрь Райли планировалось поместить аж 26 различных эмоций, среди которых была и та же скука, и смущение, и зависть, которые на тот момент времени выглядели совершенно иначе. Смущение какое-то мрачное и с брекетами, зависть больше похожа на скуку, а сам скука будто просто унылый чувачок. В принципе, даже подходит. Также заметную роль в первоначальном концепте имела гордость. Мужичок с вечно вздернутым носом, смотрящий на всех свысока и считающий себя лучше всех. Была и Надежда, милое летающее существо с рыжими волосами и магической палочкой, с помощью которой она сеет вокруг свои предвкушения и мечты. Злорадство же был усатым мужичком с подтяжками, который насмехался над неудачами всех и каждого с немецким акцентом. А вот так выглядело раздражение в виде тревожного клубка вечно извивающихся линий с длинными ногами на каблуках. От нее прям таки чувствуется это нервное негодование. Жадность бы хватала воспоминания Райли и никому не хотела бы их отдавать. Вина выглядела как серый грустный шарик, а уныние точно так же, но в деловом костюме. Очень похож на них и стыд, но у него, по всей видимости, постоянно спадают штаны. А вот такой по первоначальным концептам была любовь в образе толстенького добродушного мужичка с кучерявыми волосами. Также, со слов создателей, планировалось добавить отдельных персонажей, олицетворяющих отчаяние и даже депрессию, но нам не показали даже их концепты. В конце концов, для простоты сюжета список сократили до 5 знакомых нам уже эмоций, поскольку тоже злорадство и раздражение можно отнести к гневу, а уныние и отчаяние к печали. Но если же в трейлере сиквела нам уже показали тревожность, зависть, скуку и смущение, значит, вероятнее всего вернутся все оригинальные эмоции из первоначальной версии мультфильма, просто с измененными дизайнами. Более 20 новых чувств, а возможно даже еще больше, ведь есть еще любопытство, жалость, удивление, паника, восхищение, волнение, нежность, лукавство, подозрительность, сарказм, похоть и многие другие. И на причины внезапного появления всех этих новых эмоций нам намекнули еще в конце первой части. Слышите? А что такое созревание? Не знаю. Наверное, лишний наворот. В сиквеле Райли исполняется уже 13 лет, и, соответственно, начинается пубертат. А с ним и множество совершенно новых переживаний и чувств. И на смену главенствующей радости по центру пульта теперь воссядет, скорее всего, именно тревожность от непонимания девочки, что же происходит с ее телом и всем окружением. Хочется личного пространства, родители не понимают, все бесит, злит, чешется, болит. Чувства, которые раньше на себя брали страх и гнев, возымели такую значимость в голове девочки, что приняли отдельную полноценную форму. Та же скука в детстве была довольно редким чувством,
чувствам, поскольку ребенок всегда мог найти себе интересное занятие даже просто сидя в машине. Либо это будет радость от проезжающих машин, либо же печаль в виде истерики. Подросток же уже терпит нудные вещи, поскольку понимает их необходимость. Но от скуки в голове это не избавляет. И смущение перед мальчиком тоже ведь уже не описать обычным страхом, ведь в ее основе лежит и симпатия, и переживание, и растерянность. Потому в голове и появилась новая полноценная эмоция. Да и зависть, гордость и злорадство дети испытывают гораздо реже, потому их функции выполняли печаль, радость и гнев. Другой вопрос, почему же всех этих эмоций не было в голове мамы и папы Райли в первой части мультфильма? Если же это лишь подростковые эмоции, почему их нет у крутой девочки или кассирши в пиццерии? Нам ведь показывали эмоции множества других персонажей, и все они ограничивались лишь 5 основными, а порой и вовсе одной. И лишь у Райли будет 100 эмоций. Если это никак не объяснят в грядущем мультфильме, это превратится в громадную сюжетную дыру, а Головоломка 2 будет больше похожа на сиквел, сделанный лишь бы как исключительно ради выкачки денег. Думаю, Pixar такого уж точно не допустит и обязательно сюжетно обоснует появление новых эмоций. И мне кажется, я даже знаю как. Радость, гнев, печаль, страх и брезгливость так и останутся основными эмоциями девочки, а Рава же всех остальных чувств озаглавят второстепенными. Не будут же они все толпой стоять вокруг пульта. Чего тут делать смущению, которое понадобится максимум пару раз в неделю? Скука нужна лишь во время уроков, а гордость после удачных игр в хоккей. Все новые эмоции будут подходить к пульту лишь по мере необходимости. В остальное же время уходя отдыхать в другую комнату, куда ночью уходили спать и основные эмоции, что даже наглядно показано в старых раскадровках. Есть для нас работенка на сегодня радость! Мы вас позовем, если что-нибудь случится. Кстати, целиком эту раскадровку можно посмотреть в моем телеграме по ссылочке в описании. Менее значимые эмоции отсиживаются в отдельной комнатке и заходят в главный офис лишь тогда, когда Райли нуждается в них. Также и в случае мамы и папы Райли, которые в показанной нам сцене испытывали печаль и гнев соответственно, и потому необходимость в остальных эмоциях в данный момент отсутствовала. Поэтому их нет в кадре, а не в другой комнате. То же самое касается и разгневанного водителя, и брезгливую кассиршу, и крутую девочку, которая испытывала неимоверный страх, что одноклассники видят ее насквозь. Да, возможно, это немного утрировано, поскольку в случае мамы ей в тот момент больше подошла бы тревога, а кассирше безразличие. Но внезапно добавлять второстепенным героям сотни различных эмоций, которых еще нет у Райли, было бы неуместно в первой части. Маленькие зрители бы не поняли, почему девочка так отличается от взрослых и подростков. Это целая отдельная тема, на раскрытие которой необходим отдельный мультфильм, коим собственно и станет Головоломка 2, где нам покажут ту бурю эмоций, которая кишит в голове подростков в период полового созревания. И очень надеюсь, что в сиквеле все будет вертеться не только вокруг Райли, но и вокруг ее друзей и знакомых. Хотелось бы, чтобы затронули побольше героев с различными судьбами и показали, как они переживают те или иные ситуации. Кстати, трейлер Головоломки 2 я уже разбирал на Твиче, где я теперь стримлю, общаюсь с вами, отвечаю на вопросы, так что подписывайтесь, чтобы не пропускать. А на этом сегодня все. Поставьте обязательно лайк на видео и подписывайтесь на мой канал. А с вами был Содерлинк. Спасибо за просмотр и пока.